Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе «Манас» кыргызского народа. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчы Сагынбая Оразбакова написан роман в прозе «Манас» на кыргызском языке на основе героического эпоса на кыргызском языке. Эти книги, вот они перед вами. Все эти 5 томов я провел через экспертизу Министерства образования и науки Кыргызской Республики, и в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса «Манас». Для того, чтобы школьникам было легче изучить эпос «Манас», я также подготовил такие 2 рабочие тетрадки для 8 и 11 классов. И они также в настоящее время включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса «Манас». В настоящее время я работаю над 2-й частью героического эпоса «Семитеем». Мною закончен 1-й том данного произведения. Сейчас идет работа над 2-м томом. Чтобы еще больше популяризировать наш эпос, я свой 5-томный роман полностью перевел на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто желает, может там приобрести мои книги. Кроме этого, сейчас я выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках в течение уже нескольких месяцев, где рассказываю об эпосе и читаю отрывки из своих книг. Надо заметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что теперь любой житель нашей земли может познакомиться с эпосом «Манас» на своем родном языке или языке, наиболее доступном ему. Поэтому у меня к вам просьба: сообщите об этих наших видеороликах своим близким, друзьям, знакомым, родственникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой вклад в дело распространения эпоса «Манас». Вот это все, что я хотел вкратце сказать о своем эпосе, романе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. Жаков порадовался этим хорошим качеством своей будущей невестки. Дай Бог, что все сбылось, как я говорю, тяжело вздохнул Жаков. Из-за того, что обеих моих невесток грубый, скверный характер, мой сын разочаровался в них. Жалея Манаса, Жаков продолжил оценивать стоявшую перед ним красавицу. Санира-беда очень щедрая девушка, способная оторвать свой рукав, если кто-то пожалуется на нехватку чего-либо, подумал старик. Ее петушиная шея, густые волосы, выпуклый лоб свидетельствуют о твердости ее характера. Сани человек способен с достоинством ответить на любой выпад. Она достаточно умна, красноречива, чтобы сразу поставить человека на место. Если будущий муж
будет хорошо заботиться, Саня Рабига по достоинству ценит это. На лицо Жакова, глубоко задумавшись, внезапно села черная муха. Старик тихонько отогнал ее правой рукой. Муха улетела, но через некоторое время снова села на лоб Жакова. «Черт бы тебя побрал!» — выругался про себя старик. «Только тебя мне не хватало». Чтобы не выдать себя, Жаков вынужден был отгонять муху с большой осторожностью. Несмотря на это, насекомое назойливо снова и снова садилось на лицо старика. Не выдержав, Жаков хлопнул ладонью, когда муха в очередной раз уселась на его губу и убил его. От резкого движения старика камыши громко зашуршали. На его счастье, в это время с гор подул свежий ветерок. От этого пришли движения не только камыши, но и деревья в лесу, раскачиваясь верхушками взад-вперед. Не догадалась ли Саня Рабига о моем присутствии? Встревоженно подумал Жаков. Тихонечко выглянув за камышей, он увидел, что девушки сорвали еще один кусок и с аппетитом ели его, ни о чем не подозревая. Успокоившись, старик продолжил оценивать девушку. Хотя она очень обеспечена, Сани простой характер, сделал вывод старик. Как бы она ни была богата, эта девушка будет вежливо относиться к супругу, всем остальным, проявляя к ним ровное отношение. Эх, Саня Рабига ничем не обделена. Единственный ее недостаток — у нее будет мало детей. В это время девушки закончили развлекаться и отправились обратно во дворец. После ухода Жаков встал с места и почистил одежду. Приведя себя в порядок, он отправился во дворец Артемира и уселся посередине площади, как будто был знатным вельможей. Увидев незнакомого человека, Бек Акылбаис, одетый в красный халат и черные сапоги, взяв 2 охранников дворца, подбежал к Жакову. «Откуда вы пришли?» — вежливо обратился к старику Бек. Не пристало грубо относиться к такому почтенному, белобородому человеку, как вы. Какой целью вы здесь сидите? По-моему, вы по ошибке забрели на Дворцовую площадь. Что вы здесь делаете, если у вас нет скотину, которую вы гоните, нет навьюченных денег? Здесь не постоялый двор. Если вы гость, направляйтесь туда и сидите здесь. Быстро уходите отсюда. Властные слова вельможи разозлили Жакова. «Господин, — ответил старик, — я сюда пришел не от безделья или скуки. Несмотря на то, по какой причине пришли, не стоит вам здесь оставаться, — нахмурился Акылбаис. Такие путники, как вы, должны отправляться на постоялый двор. Это не слова вельможи, чтобы советовать мне присоединиться к путникам, — рассердился Жак. Поэтому выбирайте выражения и думайте о том, что говорите. Не зарывайтесь, сокол. В противном случае вы можете лишиться головы. Но ты не пугай меня, — безмятежно ответил старик. Если вы сейчас меня зарежете, потом очень горько об этом пожалеете. Я способен полностью истребить всех вас.
этот старик дурак, что ли? Удивленно посмотрел на Жакова Акылбаевича. Иначе, как он может прийти к дворцу хана и, не боясь никого, говорить такие немыслимые слова? А может быть, старик не дурак, а какой-то хан? Надо обращаться с ним вежливо. Аксакал, мягко обратился вельможа к Жакову. Я не пугаю вас, а всего лишь пытаюсь объяснить, что здесь имеет право находиться только сам хан. Что случится, если на месте, где сидит ваш хан, будет восседать другой хан? Хмуро посмотрел на него Жаков. К тому же я пришел к вам в качестве свата. Кому вы пришли сватом? Я только недавно встретил 41 девушку и увидел среди них нарядно одетую, красивую девушку с осиной талией. Мне не удалось узнать, чья она дочь, хана или бека. Я пришел свататься к ней. Не зная об этом, вы изрядно нагрубили мне. Что за хан ваш Атемир? Если к нему не приходят гости, что он за человек? Немедленно идите к нему сообщить об этом. Что мы ему должны сообщить? Скажите, что его к дочке пришел будущий свекр. Если у него есть обычай убивать сватов, значит, Атемир очень кровожадный хан. Заранее предупреждаю вас, если дотронетесь до меня, никто из вас не уцелеет. И эти слова старика разозлили Акылбаевича. Что вы говорите, Аксакал? Возмущенно произнес он. Откуда вы нашли идиотов, готовых отдать своих дочерей за всяких встречных, поперечных? Вам, наверное, надоело жить? Я же сказал вам, что пришел сюда сватом. Еще раз повторяю, Аксакал, не перегибайте палку. И если Атемир услышит ваши слова, он прикажет немедленно зарезать вас. Кстати, как вам удалось разглядеть лица наших девушек, которых никто никогда не видел? Какое тебе до этого дело? Капризно закричал Жак. Выполняй просьбу и сообщи обо мне Атемиру. Успокойтесь, Аксакал. С ненавидящим взглядом посмотрел на него Акыл. Вы, наверное, думаете, что если будете так громко кричать, то мы испугаемся и отдадим свою дочку. Не стоит вам на это надеяться. Судя по вашему разговору, вы тюрк? Да. Вы из какого рода племени? Убирайтесь из дворца по-доброму, по-здоровому. Иначе горько пожалеете и расстанетесь со своей жизнью. Что за вздор болтает этот охранник, разгневался Жаков. Видимо, он принимает меня за бродягу. Сообщу ему, кто я такой. Тогда я увижу, каково будет тебя. Ты спрашиваешь, кто я такой? Зло проговорил Жаков. Ладно, скажу, кто я такой. Я из племени кыргызов, переехав сюда из Алтая. Ты, вельможа, набрасываешься на меня, как зверь, как будто хочешь проглотить. И говоришь разные гадости. Так знай, я не боюсь тебя. Если надо, не пожалея своей жизни и отважно, как лев, брошут на вас. Кто вы такой вообще? Аксакал? Испуганно спросил Бек. Мое имя Жаков, сурово ответил старик. Где вы видели наших девушек? Я не специально подглядывал за ними. Случайно увидел их, когда читал намаз
среди камышей, расположенных в верхней части пруда. И если я сказал, что пришел к вам сватом, почему так взбеленились и побледнели? Судя по вашему внешнему виду, видимо, вы из тех людей, которые убили всех сватов, которые ранее приходили к вашим девушкам. Не надо говорить гадости. Сокол! Гневно нахмурился Ак. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.